Всем привет! Еще одна новинка от фирмы «Звезда» у нас на канале. Для любителей гражданской авиации в традиционном 144 масштабе. Пассажирский авиалайнер Airbus 350 модификации 900. Рекомендованная заводом стоимость 2190 рублей. Это вторая модификация 350-го. Первый набор 350 тысяч вышел в 2019 году. Количество деталей в наборе 130. Длина собранной модели равна 46,5 см. Ну, совсем не маленькая моделька. Внутри коробки цветная схема окраски и нанесения декалей. Подставка. Пакеты с литниками. Инструкция. Декаль. И литник с прозрачными деталями. Фюзеляж самолета. Естественно, это деталь 2021 года. Киль и руль направления сделаны одной деталью с фюзеляжем. Длина прототипа модификации 900 равна 66,8 метра. Для сравнения, 73,8 метра это у нас длина тысячного. И должен был быть еще и 800 с длиной 60,5 метра. Но он в серию не пошел. Соответственно, модель вряд ли когда-нибудь будет. Пластик имеет, такую шероховатую поверхность. И это обычное явление для модели гражданки Звезды. Но расшивка прекрасная. В принципе, такая и должна быть. Крыло площадью не отличается от модификации 1000, поэтому и литник 2019 года. Верхние правая и левая части и нижняя часть крыла. Предкрылки, закрылки, все движимые части крыла отлиты вместе с ним. Некоторым моделистам это нравится. Некоторым нет. Всем не угодишь. Лично я считаю, что так проще, меньше мороки. Исключение составляют винглеты, которые даны отдельными деталями. Но это и недвижимая часть крыла. Также литник из прошлого набора. И он самый большой и по размеру, и по количеству деталей. Двигатели, стабилизатор, руль высоты, кабина пилотов, передняя стойка шасси и колеса от нее. Руль высоты сделан отдельной деталью от стабилизатора, поэтому с градусом установки можно будет и поиграться. Кресло пилотов. В принципе, их, конечно, видно не будет. Но если есть, то почему бы и нет. Это хорошо. Приборная панель. Честно говоря, просто кусок размерного пластика. Пол кабины пилотов, места под кресло, под перегородку между кабиной и салоном. Лопатки вентилятора двигателей. Литье хорошее, но некоторые нужно подправить. Для пластика сойдет.
Стабилизатор. Про руль высоты уже говорил. Двигатель, наверное, одна из самых красивых частей самолета. Обтекатель его перед вами. Колеса отлиты одной деталью, не половинами. Это очень хорошо. Данный литник новый, 2021 года. Основные стойки шасси, колеса. Колеса, как и передние, также отлиты в одну деталь. Имеют протектор. Надписей по бортам нет. Неплохие колесики, можно смело и ставить на модель. Чудесная, в кавычках, подставка под модель. Это нет, только не она. Литник с прозрачными деталями, 2019 год. Если меньше длина самолета, значит меньше и иллюминаторов, а меньше на 11 с каждой стороны. Удаляем и всего делов. По прозрачности все нормально. По шлифовке или полировке данного литника ничего сказать пока не могу. Нужно проверять. Или читать отзывы наших братьев. Декаль на один вариант ливреи. И это авиакомпания Аэрофлот. Прекрасно. Слава богу, не скандинавские страны. Все-таки ближе к телу что-то свое. Инструкция, как всегда, черно-белая. С описанием прототипа на 2 языках. Два варианта сборки предлагает звезда. Первый, стоящий на стоянке самолет. Второй, на взлете, уже с убранными шасси. Схема сборки. Деталей 130, поэтому собирать-то особо и нечего. Здесь основная задача в подготовке к покраске, самой покраске и нанесению декалей. Особенной сборки гражданской авиации. И содержимое набора на последней странице инструкции. Цветная схема окраски и нанесение декалей. Вариант 1, как я уже и говорил, это Аэрофлот. На первой странице вид справа и левого боков. Окраска обтекателей двигателя. На второй странице вид сверху и снизу. И модель, к сожалению, закончилась. Приобрести ее вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. В следующем ролике будет снова бумеранг, но уже с модулем бережок в 72 масштабе. Закончил модель. Хороших вам сборок. До новых встреч. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.